Мгм. Вот уже который день, кстати, начинаем с того, что нам кто-то ломится. Не дадут спокойно проснуться, раздуплиться. Лес молчит. Наверное, это буря. Наверное. Кстати, пивчик. Пивчик все еще с нами. Я его не трогал. Ставим на... Ставим на победное, наверное. Посмотрим. Возможно, победное будет прямо сейчас. Ух, ветрище какой. Надо поскорее до города добраться. Да, наверное. Держи доставку, смотритель, и я буду отправляться уже. В смысле, уже действует не голодаю. Вообще-то голодаю. Ты не представляешь просто, через что я проходил. Вот твоя оплата за 2 дня. Подожди, за 2 дня. А до этого ты мне приносил за сколько тогда получается? Может, за 2? Ну ладно. Ну все, смотритель, я поеду. Так, пока шторм. Мгм. Не начался. Говорят, будет сильная буря. Может, в деревне останешься. Какой мне резон вообще его тут оставлять? В чем твое преимущество, курьер? Ну, допустим... Ладно, если предположить, что действительно начнется шторм, то, наверное, тебе будет лучше остаться в деревне. Ну нет, пока шел к тебе, прошелся по деревне, не хочется мне тут ночью оставаться. Ну да, здесь бабки бегают. Местные совсем на людей больше не похожи. Скалятся, стонут, закрывшись в домах, ставни позакрывали, но через приоткрытую дверь на тебя глядят. Кровь в жилах стынет от такого. Осторожней с ними будь. Может тебе продать чего, пока я не уплыл? Слушай, а давай. Ну, давай я узнаю, что там в городе. У шерифа и береговой охраны теперь куча работы. Удивительно, как порт еще работает после всех этих задержаний. Только на честных людях и держится. В Европе в маленькой... В Европе в маленькой очень бедной семье... я же спросил, где ты родился. Я сижу, думаю, что ты мне рассказываешь? Родня моя все там осталась, а я переехал, пока зарабатывать мог нормально, отправлял им деньги. А потом как-то у меня дела плохо стало, да, и от них вестей никаких не было. Ну ладно, покажи, что ты там продаешь. Энергетик. Солоч. Кассетный плеер, отгоняет чувство одиночества. Вселяет надежду на светлое будущее. Слушай, наверное, ничего не надо. это у меня уже с учетом штрафов, я так понимаю. Ладно, ничего не надо, я, скорее всего, это у рыбака куплю. Удачи тебе, смотритель, бывает. Да, пока. Ну, вот, у рыбака куплю, у него... Я дурачок. Я нажал Е вместо левой кнопки мыши. Ладно. Так. Ответь на запрос. Порт Блэкфорта. Эй, маяк, прием, прием. Говорит порт Блэкфорта. Маяк, как слышно? Слышу вас хорошо. Это хорошо. Вы, наверное, уже знаете, что шеф погиб. Меня поставили на смену. Если все правильно понял, мне нужно будет следить за документами, которые вы отправляете. Ночь уже почти началась. Включайте маяк и давайте работать. Что-нибудь в новостях? Да, касательно пропажи людей, ученые наконец-то выпустили заявление. Ученые наконец-то подтвердили связь между пропажами людей и нахождениями в темных помещениях. Специалисты рекомендуют спать при включенном ночнике или еще лучше, хорошо освещенной комнате. Предприниматель Хью Беннингтон объявил власти в сокрытии информации. Он обещает взять ситуацию в руки народа, если городские власти не смогут справиться с кризисом. Ясно. Вот почитайте, но вы-то на маяке, до вас тьма наверняка не доберется. Что случилось с шефом? Его тело нашли утром в диспетчерской. Все в волдырях, будто сваренное. Никто не понимает, что произошло. Видимо, как-то связано с аномалиями, которые во тьме появляются. Давно работаешь в порту? Я в основном небольшую работу делал, на складе учетом занимался. Можно сказать, по навигации я стажер, но больше на связь с маяком поставить некого. Ладно, пойду работать. Уже хорошо, я тоже все подготовлю. В порту все готовы встречать корабли в экстренном состоянии. Я проморгал надпись, которая появилась. Ну ладно. Так, я сейчас тогда свяжусь с семьей, а потом пойдем ловить рыбу. Тишина. Прием. Шум. Кто-нибудь дома? Помехи. Ой, дорогой, прости, я с мелкой сидела, совсем забыла про звонок. Она, конечно, совсем устала сегодня. Я уже запереживал, что с ним что-то случилось.
Но есть хорошие новости. Мы раздобыли антибиотик. Вчера ночью пришел гуманитарный корабль. Да, я знаю, кто его прислал туда. Долго ждали очереди, как в целом городе ситуация. Все хорошо, что все сложилось. Ну, наверное... Ну, про ситуацию в городе я плюс-минус в курсе вот из этих беспорядков. Ладно, хорошо. Я более чем уверена, что если бы ты... если бы не ты, этот корабль не пустили бы. Ну, так и есть, в общем-то. Спасибо, дорогой, мне правда с лекарством сильно проще стало. Похоже, сейчас у тебя самая важная работа на свете — сохранять обычную жизнь. Скорее иди работай, помогай кораблям. Люблю тебя, на связи. Давай. Ну, все. Так сказать, все хорошо, что хорошо. Все. Ну, в смысле, буль-буль, ну давай, клюй. Кушай наживку. Я тебе вот фонариком даже подсвечиваю. Я вот, кстати, вам как-то уже рассказывал, зачем я это делаю, но я забыл упомянуть одну важную вещь. Помимо того, что я делаю рыбу слепой, когда свечу фонариком, чтобы она не поняла, что отсутствует наживка, я также подогреваю это место, и она думает, что это солнце. И она такая: ой, солнышко, как классный. Оп, видели? Сразу полетела греться и в карман мне упала. И как вы можете видеть, я только что выловил 2 рыб подряд. Через относительно небольшой промежуток времени, потому что это правда, то, что я вам сказал про фонарик. Я вот этот участок уже нагрел, и рыбки тут сразу подплывают. Такие: вкусно-вкусно, тепло. Работаю с солнцем на полставки. Короче, хватит рыбалки, потому что что-то вообще не ловится эта рыбка. Так, ладно, я там поймал немножечко. Ну-ка. Ну ладно. Еще немножко. И еще чуть-чуть. И вот так. Я 3 таких больших поймал. Ну, я почему-то думал, что 2. Так, ладно. Вроде бы я все сделал. Свет горит, свет горит. Здесь тоже. Так. Здесь ничего интересного. Это памятка. Кстати, вот мне интересно стало, если я старости попробую сейчас позвонить. Так, никто не отвечает на попробуйте вызвать эту частоту ночью. Ясно. Кстати, вот интересно еще глянуть. Да, больше тут никого нет, но это было интересно. Так, тут ничего. Свет только пусть горит. Здесь тоже свет включить. Кстати, в записке было сказано, что за крестами тоже что-то есть. А почему здесь свет выключился? Или у меня ограниченное количество энергии? Так. Один крест я видел. И я его только что перевернул. А что касается... и второй был наверху. Точно, точно. Мне просто интересно, что-то произойдет, или это я по приколу кресты кручу. Ну, по всей видимости, ничего не произошло. По крайней мере, на первый взгляд, все такое же, как и было. Ладно, тогда отъедаемся и начинаем смену. Рыбешечки. Так. Лежи здесь. Здесь. Все, в принципе, у меня глазик этот полный. Поэтому, я думаю, можно стартовать. Самое интересное, что будет сейчас, потому что эта смена довольно необычная. По причине того, что нету шефа, по причине того, что уже произошли кое-какие события. И мне интересно просто, куда будет разворачиваться дальше история. Кстати, шторм. Ночь 5. Страшненько кораблям. И не только кораблям. Как
как этот шторм еще не снес деревушку? Хороший вопрос. Так, я надеюсь, это дерево. Это рыбак. Похоже, он кому-то в деревне сильно насолил. Все-таки это не дерево. Блядь. Так, нехорошо. Форт Блэквуд, маяк, прием. Направляю инструкции от службы безопасности. Все ограничения снимаются с кораблей. Сегодня ночью их будет очень много. Корабли вводить из любой доступных портов, если на судне есть раненые, провести его к медикам. Mystic Point. Судно с техническими неисправностями к береговой охране. Штрафы отменены. Угу. Бонусы. А какие бонусы? Судно с техническими проблемами отправлять в береговой охране с ранеными на научную станцию. Штрафы отменяются, бонусы будут начисляться, если вы не перепутаете, кого куда везти. Насколько сильно будет шторм? Без спутников непонятно, но мы готовимся к худшему. Сильные волны, молнии. Надеюсь, у нас получится провести всех в безопасную гавань. Не боишься, что с тобой станет то же, что и шефом? Конечно, боюсь. Я вот себе кучу фонарей взял. Даже керосиновую лампу раздобыл, если вдруг свет в диспетчерской мигать начнет. Что насчет карантинной зоны? Отменяется. Мы что-нибудь придумаем в гавани. Это лучше, чем держать корабли в море. Принял, давайте начинать. Удачи нам, смотритель. Корабли, которые сейчас в море, на нас очень рассчитывают. Давайте не подведем их. Резкий шум. Нагрянет буря. Это волшебное время. Смотрите. Время, когда мы поймем, из какого ты теста. Как думаешь, сколько кораблей погибнет сегодня? Сколько налетит на скалы? Съедет в волнах. Ты хочешь это остановить? Что ты потребуешь взамен? Погода мне не подчиняется и, конечно, хочу. Что ж, ну, думаю, логичный вопрос. Что ты потребуешь взамен? Я, конечно же, маленькую жертву. Приведи мне 3 корабля. Всего 3 корабля, и я закончу этот шторм. Я не собираюсь играть в твои игры. Давно было понять пора. Игры кончились. И теперь тут лишь мы, свет, тьма. Все остальные лишь пыль. А потом я должен буду скормить тебе всех. Пожертвуй немногим, и ты спасешь остальных. Иначе сперва я доберусь до тебя, потом до всех остальных. Что с ними будет? Тьма примет их в свои объятия. Тьма насытится и отпустит гавань. 3 корабля. Я жду. Забавно. И теперь у меня выбор. Либо я обрекаю на смерть 3 судна. Показалось. Обрекаю на смерть 3 судна. И, кажется, кто-то... значит, не показалось. Так. Ну, рыбак все еще зависает. Депьюти. Прошу прощения за ночные вторжения. Помощник шерифа Тайтс. Чем могу помочь, офицер? У меня все в порядке. Ничего такого, просто я не знал, куда мне еще идти. Местные, с ними что-то стало. Они стали агрессивными и неразговорчивыми. Особенно после того, как Джеки погиб. Они собираются возле моря и поют какие-то странные песни. Что происходит в деревне? После случая с Джеки староста сам не свой. Он собрал деревенских, и они проверили какой-то обряд у моря. Затем снарядили корабль, и на закате староста вышел в открытое море. Значит, он все-таки ушел. Мне кажется, что они следят за мной. Да, я тоже заметила. Ваш нет оружия. Советую приобрести. Мне не нравится, что что на этом острове происходит. Как я могу помочь? Следите за морем, смотритель. Староста отплыл прямо в центр бури с 10 деревенскими. Это абсолютное безумие, но он может попытаться атаковать научную станцию.
И если прибудет корабль старосты и запросит навигацию, наберите меня. Я попробую выяснить, что это за морской культ у них. Не все жители сошли с ума. Пастор напуган, несколько жителей тоже. Я должна разобраться, что происходит. До свидания, смотритель. До свидания. О, ясно, ясно. Что пока ничего не ясно. Мне вот интересно, кто даст мне ключ от гостевой комнаты? Какой у тебя там номер? 757. О, уже рисунков своих накидали. Тут и так непонятно, что происходит. Еще и все стены испачканы. Ладно. Да, вон там маленький-маленький огонечек. Это корабль. Кораблик. Оп. Сразу же. Просто моментальная реакция. Получите сигнал корабля. Курьер. Прием, смотритель. Похоже, вот он и пришел мой последний рейс. А я говорил тебе остаться. Заплутал я между островами, и меня в море утянуло. Вижу свет маяка, а как пройти, не понимаю. Поминай меня добрым словом, смотритель. Я думаю, это мой конец. Отправь мне бланк. Ты что, помирать собрался? Отправь мне бланк, я проведу тебя. А зачем мне жить? Нет у меня никого. Я один, не нужен никому. Ни семьи, ничего. Еще и мир с ума сходит. Никому будет плакать обо мне. У всех своих проблем хватает. Давай, смотритель, бывай. Отправь бланк. Да что тут сделать можно? Даже если бланк будет, как я до берега дойду на таких волнах? Ох. Бланк, быстрее. Ох, ну и настырен ты, ладно. Отдай его мне, человек без сказки, без семьи, брошен, без будущего. Останови его страдания. Вот, смотритель, принимай мои координаты. Курьер, а что ты так сильно отличаешься-то? С лодкой что? Подтекает она и по швам трещит. Пару раз сильно качнет и все. Пойду я на дно. Сам в порядке? Да живой пока, холодно только. Присылай давай навигацию. Ой-ой-ой, курьер. Что ж ты... Стоп, а что я сказал? А, он промок. То есть врачебная помощь ему не нужна. А корабли, у которых что-то не так с техническим состоянием, я отправляю в Дип Крик. Но у него, по сути, лодка, у него даже не столько корабль. Ну, давай. Принимаю координаты, спасибо. Кажется, я его разозлил. Кажется, я его очень сильно разозлил. Сигнал корабля. Маяк, прием. Меня называют Дон Дуали. Мы с тобой еще не знакомы, но я тебе наслышан. Это ты помог Дрейку с его операциями. Я не держу на тебя зла, ты просто делаешь свою работу, но сейчас мне нужна твоя помощь. Нужно провести наркотики. Просто выслушай меня. В порт будет заходить корабль-яхта «Светоносный». Надо, чтобы эта яхта не добралась до порта. Это очень важный запрос, смотритель. И если выполнить его, я буду очень щедрым. Если нет, ты поймешь, что дорогу мне лучше не переходить. Вопрос Дон Дуали. Уничтожить яхту «Светоносный», мы будем следить. Как удачно. Почему именно этот корабль? Хватит задавать вопросы. Просто сделай, что сказано, и будешь счастлив на всю свою жизнь. Если нет, очень скоро ответишь. Встретишься с морским дном. Даже часики испуганы. Свет-то мигает, моргает. Я теперь отключился совсем. Стойте. Тише, успокойся. Что происходит? Свет заработал. Это кто там? Мадам. Извините.
Кажется, я потерялась. Что-то случилось? Деревня справа от вас, вниз по холму, до свидания. Ну, это совсем по-свински будет, поэтому что случилось? Я не пойму. Я не помню. Я была дома одна, а потом вдруг очутилась в лесу. Ходила, бродила, было очень темно и сыро. Я плакала, а потом увидела свет и пошла на него. И вот я тут, перед вами. Вам нужна какая-то помощь? Извините, пожалуйста, маяк спас меня и вывел из леса. Ну, это, собственно, работа маяка. Можно я пережду вас до утра? Ну, давай заходи в целом. Мне уже какая разница. Я перешел дорогу практически всем, кому можно было. Спасибо, вы спасли меня. Я пробуду до утра и сразу уйду. Жалко рыбака, по сути. Потому что он не виноват практически был ни в чем. Он просто был немного настойчив. Так, здесь все в порядке. Да, сейчас, секунду. Покатайся немножко на волнах, и я тебе помогу. Стоп. А куда она улетела? Или она в моей комнате? Да, она вот она. Да, если бы я знал, я не увидел, что я нажал. Последнее, что помню, как переоделась и спать ложилась. Потом чувствую, что-то колет. Глаза открываю и посреди темного леса лежу, на ветках на земле. Даже вспомнить страшно. А как вы оказались в лесу, я спросил. Вы заняли мою спальню. Извините, я решила здесь устроюсь. Не буду вам под ногами мешать. Посижу, подожду утра и уйду. Извините, если я принесла вам неприятностей. Деревню видно из окна, вы сможете дойти до своего дома? Простите, я темноты до тряски боюсь. И я как только от маяка такого светлого и теплого отойду, тут же в обморок упаду. Я правда дождусь утра и тихонечко уйду по солнцу. Ладно. Оп. Ладно, не будем издеваться. У тебя крест. Ой, тихо, тихо, тихо. Дверь открыта. Кто-то ходит. Закрылась. Ну, спасибо, что хоть сами закрыли. Ну, пока так. Не особо. О, как же я быстро их нахожу. Канал 16. Мадам Горбачев. Пожалуйста, ответьте. Я остался один. Скорее, помогите. Судно повреждено, с кораблем все в порядке. У вас проблемы с командой. Половина не может больше работать, им нужна помощь. Проверить документы. Так, ну если им нужна помощь, тогда... Секунду. Горизонт. А мне сказали про светоносный. Светоносный, да. Так, если у вас проблемы со здоровьем, это в Mystic Point. Все. Давайте в порт. Спасибо, маяк, мы на пути, видим огни гавани. Это здорово. Секунду. Бонус за хорошую работу, администрация порта. О, этот шеф мне нравится больше. Прошлый только штрафы мне начислял. Сколько там кораблей? Получен сигнал, помехи, прием. Так, это все я уже слышал. Говорит, судно слышно? Допустим, слушаю. Простите, вроде бы получилось починить, у нас проблема с электроникой. Это капитан Дзи, транспортный корабль Плутон. Мы пробрались сквозь бурю, прошу проход в порт. Здорово. Я буквально уже 3 корабля привел в порт Плутона. Выдайте навигационную информацию в порт. Или кому-то, кто сможет нам помочь. На берегу мы уже разберемся, что делать. Есть раненые? Юнга погибший, его разрядом электрическим убило. Остальные в порядке. Судно как?
Судно проблема. Электроника работает, но мы держимся до порта, дойти сможем. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж мне с вами делать? Отправлю в Дип Крик. И я подумаю, кстати, насчет того, чтобы отправить этот корабль светоносный либо к чудовищу, либо еще кому-то. Вот. Но я точно... Проходим в порт, спасибо за навигацию, статический шум. Но я точно знаю, что не горю желанием топить его. Понакидали фигни всякой. А это что за шум эфира? А, он маяк отключил. Вот в чем дело. И поломал антенну. Кто бы... Страшненько было. По большей части я реагирую даже не столько на внешний вид, сколько, наверное, на звуки. Вот звуки реально стрёмные. Корабль. Не, я прям вообще вот за секунды их научился находить. Братья и сестры, ночь пришла, и тьма простирает свои крылья над землей. Но разве не сказал он, да будет свет, свет явился. Не бойтесь тех, кто приходит из бездны. Они не сильнее вашей веры, верьте. Пение церковного хора. Понятно. Оп. Я прям чувствую, где корабли. Спасите быстрее, проведите нас в гавань. Баян Орешкин, айсберг, что случилось? Корабль в опасности, судно целое, пожалуйста, проведите нас... Пожалуйста, проведите нас в порт. Раненый на борту. Команда держится, но уже на пределе. Спасательное судно. А куда тебя провести-то? Ну, Блэкфорд, очевидно. Так. Все, катись. Ну, раненых нет, судно в порядке, поэтому куда их еще? Приняли навигацию, идем в порт. Да, я был прав. Проверить окно. В окне все спокойно. Вот это страшно. А, тихо, генератор. Блин, мураши по коже, ребяточки. Маяк работает, это работает. Он очень активный все-таки. Он очень активный. У тебя как дела? Как обычно, я понял. Корабль ждет сигнала. Воп. Тоже был близко. Почти. Вот он. Получишь сигнал корабля. Капитан Дрейк. Прием, это Дрейк. Я единственный выживший с ОС. Давай. Отдай его мне. Получишь подарок от Дона и успокоишься. Капитан Дрейк. Маяк, пожалуйста, дайте путь. Кому вы перешли дорогу? Это целый синдикат, они заняли остров далеко в море. Черт, я должен добраться до берега, должен предупредить их. Мне предложили отправить вашу яхту на смерть. Конечно, они обогнали меня, смотритель. То, что я видел, мы должны это остановить, я всецело в твоих руках. Что вы нашли? Это Эмбер. Этот Эмбер, это не какая-то хитрая химия, это что-то органическое. Они выкачивают его из... черт, проведи меня к берегу. Это очень важно. Так. Ну, я проведу его к берегу. Было бы очень странно, если бы я захотел его потопить. Держитесь, капитан Дрейк. Спасибо за координаты. Надеюсь, у нас еще есть время остановить их. Так, а почему у меня камера так приблизилась? Дай-ка я кофе бахну, на всякий случай. Все вроде в порядке. Ну, в целом можно пока не включать свет. Займусь кораблем.
Шериф, кто-то сможет помочь тебе в случае чего? Депьюти, буквально несколько местных остались адекватными. Охотник, рыбак, пастор. Рыбак! Так он жив? Возможно, смотритель маяка может тебе развернуть штаб там. Он удален от деревни, и есть наблюдательная башня. То есть она у меня в маяке хочет развернуть наблюдательный пункт. Спасите быстрее, проведите нас в гавань. Молния. Корабль опасности, судно целое. Проведите нас в порт. У вас проблемы с командой? С командой все в порядке, я больше не за них беспокоюсь, нам нужно в город. В смысле, если у тебя в порт, корабль в порядке, что с тобой? Что ты боишься-то? Езжай в Блэкфорд. Но что ты меня напрягаешь, ты. Мы на месте ждаем. С командой все в порядке, я больше не за них беспокоюсь, нам нужно в город. Корабль опасен, судно целое, проведите нас в порт. А вот это вот подозрительно как-то. Если он переживает не за команду, и судно в порядке, и он почему-то очень-очень хочет попасть в порт. Ой, извиняюсь, не туда вышел. А, я их не туда... Не, это туда, все правильно. Сент-Порт, Якуб, назначение яхта. Да вроде бы все в порядке на первый взгляд, но как будто бы, может, потопить его надо. Меня просто напрягает, что он не сказал, о чем именно он переживает. Ладно, в целом посмотрим, что произойдет. Приняли, двигаемся в порт. Спасибо за помощь. Ну, мне прислали денежку, значит, вроде бы я сделал все правильно, но по ощущениям как будто нет. Так, все работает. Корабль ждет сигнала. Какой тусклый у меня... А! Напугал. Ладно, ребяточки, забудьте, что я говорил про то, что что-то мне не страшно, там не пугает меня. Ну, соврал, ну бывает. Бравадился просто. Бравада у меня была. На самом деле также в штанишке кружу. Делаю им лужицу. Так, поиск частоты. Оп, нащупал. Ритм пробивается сквозь скрежет помех. Мелодия плавно затухает, шум эфира. Так. Кто-нибудь, нам нужна навигация. Юнче Барнс. Промысловое судно «Синий капитан». Корабль еле держится. Нам срочно нужна команда спасателей. Корабль в опасности. Свет выключился. Когда шли сквозь шторм, налетели на скалу. Черт, откуда она вообще могла взяться в открытом море? Нам нужно чинить корабль. У вас проблемы с командой? Команда держится, но уже на пределе. Так, ну если у вас проблема только с кораблем, команда просто на пределе, то едьте в Дипкрик. Понял вас, вижу огни порта. Тихо, 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 тихо. Да нет. Мальчик. Смотритель, ты не должен быть здесь, твое место на маяке. Я должен вернуться на маяк. А достоин ли ты? Только достойные должны следить за светом. Да ладно, я не верю, неужели я... Покажи, на что способен. Поиграй со мной. Поймаешь мяч, вернешься на маяк. У тебя 3 попытки. Мяч? Оп. Мне понравилось, смотритель. Ладно, возвращайся обратно. А, серьезно? Так все просто? И смотритель, больше не засыпай. Проснуться. А в смысле не засыпай? Он просто вот здесь разлил что-то и... Погодите. Меня прям напрягает, что у меня нету ничего для рассудка. Я предупреждал тебя, но ты не послушал. И вот что привел. Кто это? Предвестник смерти.
Смерть, 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 смерть. Попытаться удержать сознание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня там было пиво. Я разочарован в тебе. Ты недостоин. Жалкий, никчемный. В твоих руках сила, но ты не хочешь ее получить. Мне не нужна твоя сила. Разве ты не хочешь понять, что с твоей семьей? Разве ты не хочешь спасти их? В твоих руках не просто лампа, не просто башня посреди гнилого острова. Но ты отвергаешь эту силу. Это значит, что маяк тебя просто сожрет. Готовься. Пошел ты! Ты же наверняка хотел узнать, что случилось со старым смотрителем. Это его дневник. Вторая часть того, что ты уже читал. Теперь он твой. Какая провокационная серия, я вам хочу сказать. Что? Что вообще? Это самая безумная серия из тех, которые я успел отснять. Я не понимаю, ребят. Я вообще ничего не понял. Стоп, а я могу... Так. Так. Маяк все еще работает. Значит, смена не закончена? Да нет. Его все-таки повесили. Его все-таки повесили. Нехорошо, неприятно, ужасно. Ай-яй-яй-яй. Да, вот получается, это фотография Мэри и его дочери. Так. Понятно. «12 июля 1859 года. Я начал новый дневник. Несколько раз пытался написать или нарисовать что-то в старом, но каждый раз выходила ерунда, и я вырывал страницы. Пытаясь понять, где моя семья, я почти забросил маяк. Я не могу найти себе места здесь. Лишь когда рядом морской берег, мысли как-то собираются в кучу, приходит ясность. У меня все еще были друзья в Блэкфорте. Я написал им несколько писем. Может, они помогут мне найти мою семью.